Привет! Меня зовут Александра, и я ведущая видеоблога команд проекта Венера русскоязычного региона. Тема сегодняшнего выпуска – структура команд в поддержку проекта Венера. Возможно, после просмотра фильма «Рай или забвение» или прочтения статьи о проекте Венера у вас появилось желание как-то помочь и поучаствовать в воплощениях идей Жака Фреско в жизнь. И в самом деле, многое зависит именно от нас. Сможем ли мы эффективно сработать как одна команда, помочь в реализации проекта Венера? Ведь речь идет не о двухминутном деле, впереди еще долгие годы упорного труда, возможно, сотен и тысяч людей. Это будут интересные глобальные задачи, в решении которых может принять участие каждый, вне зависимости от наличия специального образования или навыков. О краткосрочных и долгосрочных планах как проект Венера, так и команд нашего региона мы поговорим в следующем выпуске, так как для понимания взаимосвязи все же стоит начать с самой структуры команд. Проект Венера. Что это такое? Так получилось, что словами проект Венера называют проект, предлагаемым Жаком Фреско, его реализацию и международную организацию Future by Design и исследовательский центр проекта, расположенный во Флориде, и, собственно, сам активизм проекта Венера. Попробуем разобраться во всех этих понятиях. Проект Венера, как организация в лице Future by Design, спроектированное будущее, занимает первостепенное место в структуре. В этой организации Жак Фреско, Роксана Медоуз и несколько помощников работают над самыми важными и масштабными проектами, дают консультации и комментарии по вопросам, связанным с проектом Венера, помогают движению, налаживают контакты и сотрудничают с другими организациями и спонсорами. После выхода документальных фильмов, радио и телешоу множество людей по всему миру хотят как-то помочь проекту. Они работают самостоятельно или объединяются в небольшие группы. Их численность трудно оценить. Однако популярность проекта с каждым годом набирает обороты, и мы наблюдаем то, как все больше людей пропагандируют предложение проекта Венера. Зачастую такие люди не знают о структуре организации или существовании налаженных команд, придерживаются более пассивных методов, организовывают дискуссионные клубы или предпочитают работать вне команд. Активизм объединил сообщество поддержки проекта Венера по всему миру. В нашем регионе, как и в других по всему миру, возникли команды, которые на местах помогают реализации проекта Венера. На ранних стадиях активизм в разных странах, регионах представляли точки контакта или, как мы их называли, координаторы по странам и регионам. Курировался активизм непосредственно Роксаной Медоуз и ее добровольными помощниками Шоном Ходжинсом и Эндрю Бакстоном. Недавно сообществом было принято решение приостановить набор в точке контакта, так как такой метод оказался не совсем эффективным и давал ощутимые результаты лишь в нескольких странах. Теперь активизмом называют участие добровольцев в определенных командах, например, в нашей. В глобальном же плане активизм называется движением. Всем привет! Меня зовут Стэн, я из международной образовательной команды проекта Венера. В последнее время мы получаем много вопросов о статусе и устройстве глобального активизма, которые я бы хотел прояснить. На данный момент у нас идет реорганизация, но предварительно я могу сказать, что у нас больше не будет разделения на три основные ветви, как это было раньше: ядро, поддержка и дизайн. Проект Венера больше не регулирует официальный активизм. Вместо этого у нас есть проект международного активизма, который разрабатывается и управляется координаторами проекта. Координаторы работают по той же схеме, как и любой другой проект, разрабатываемый для проекта Венера. Всем большое спасибо за работу и поддержку, и счастливой жизни! Создание некоммерческих организаций НКО внутри стран с развитыми командами уже не новость. Развиваясь, команда должна решать все более сложные вопросы, требующие регистрации юридического лица. Это все та же команда, но уже использующая в своей работе другие инструменты, работающая официально, согласно договорам и соглашениям с Роксаной Медоуз. Организации можно найти на официальном сайте в блоке партнерства.
Хорошим примером может стать организация Pangea, Греция. Из всех существующих на сегодняшний день именно она внесла наибольший вклад в развитие проекта, сотрудничая со спонсорами, правительством, организовывая крупные мероприятия. В Украине такой организацией является общественное объединение «Проектирование будущего», о которой мы поговорим в следующих выпусках. Наш регион первым вступил за объединение стран в одну профессиональную команду поддержки проекта Венера, предлагая вывести разрозненные команды в странах на качественно другой уровень. Это означает, что следующим шагом станет реорганизация в международную организацию, которая объединит все страны, весь накопленный в командах опыт, а также доступные ресурсы и налаженные связи. Так, страна за страной по отлаженному и проработанному сценарию мы сможем поставить на ноги команды в других странах, добиться внушительных результатов в поставленных задачах. В следующих выпусках мы поговорим о краткосрочных и долгосрочных планах, о возможностях нашей организации, о том, как вступить в команду и организовывать регулярные встречи в вашем городе. Свои предложения и вопросы высылайте по специальному адресу blog@tvpactivism.ru. Подписывайтесь на наш канал. Хорошей вам жизни и до скорых встреч!